Приветствуем всех из Варшавы. Мы опять в поисках красоты, интересных вещей. Идемте с нами. И чтоб не потеряться, не забудьте подписаться. В Варшаве похолодало, +7. На барахолке не очень много продавцов. Возможно, это связано с тем, что в понедельник, 11 ноября, День независимости Польши. Вот народ и решил отдохнуть. Набрели на коробки, но кроме этой тарелки от Алечки, Алька Кунст, ничего интересного не нашли. Не то, что в прошлый раз, когда мы в коробках нашли Майсон. Вы еще не видели? Ссылочка на это видео найдете в описании. Ух ты, какую интересную коляску мы встретили. Делал в Германии в 30-е годы Альфонс Полов. Кстати, на одном из российских сайтов такая стоит 238 евро. Здесь на клеенке всякая всячина, но нас привлекла мебель. Вот этот столик отреставрированный, такой свеженький, будуарный. И особенно вот этот роскошный стол с такими врезными тарелочками. Роскошные дамы и кавалеры эпохи рококо, сюжеты в стиле французского художника Франсуа Буше. Как думаете, где можно поставить такой стол? А мы идем дальше. Милый сервиз, это что-то из французов. И вон там вдалеке, вы, конечно, узнали, это Майсон, X-Form, часто встречается, как и Биформа в последнее время. Но нас очаровал вот этот сервиз. Карл Тильш, чертополох, стиль ар-нуво. Очень жаль, что потерялась крышечка на чайнике. Наверное, разбилась. Сразу узнаваемый узор. И обратите внимание, трильяжная сеточка по краю чашки и по тарелочке. Ну, конечно, это венгерский Херент. Кстати, недавно было видео о магазине Херент. Ссылку найдете в описании. Этот стол, конечно, очень красивый. А вам интересны роузболы для цветочных композиций? Вот здесь, к сожалению, повреждена сеточка. Обращать нам на них внимание. Сегодня встретили несколько очень интересных предметов. Например, вот эта икорница в виде раковин морских гребешков. Это серебро. Продавец хочет что-то около 230 евро. Клеймо мы не проверяли. И эффектные столовые приборы. Заинтересовал нас сет. На подносе с сахарницей чашка. По словам продавца, отделка – это серебро. Интересный узор, орнамент с головой льва. Это деколь, красивая и хорошо выполненная. А клеймо осталось для нас загадкой. Кто поможет разгадать ее? Кто знает, видел такое клеймо на фарфоре? Отзовитесь. Очень хочется разгадать. По нашим наблюдениям, есть несколько марок, которые знают все продавцы. Прежде чем назвать цену, переворачивают, смотрят клеймо. И если там Майсон, КПМ или Розенталь, цена сразу растет вверх. Даже если это массовое производство. Вот это трио с золотым крытьем художника Бьорна Винблада для Розенталь стоит 400 евро. И трио Майсон X-Form 400 евро. Мы даже запомнили крылатые фразы продавцов. Но это же Розенталь. А когда спрашиваешь, почему так дорого, гениальный ответ. Потому. Ну и что им сказать в ответ? Эти чудесные хрустальные бокалы в стиле ампир делали и чехи,
и немцы. Если мы правильно помним, стоит что-то около 100 евро. Справа графин – это урановое стекло. А вы любите декоративные тарелки с цветами? Глициния и магнолия, орхидеи, пионы. Все в восточном стиле. И последняя тарелочка – это хризантемы. Удивительно, но это английская фабрика, знаменитая Wedgwood. Лимитированная коллекция «Сокровища Луны», японская художница Марита Харуё. Но на этом столе нас заинтересовали не только тарелочки Wedgwood, а вот эта прелестная шкатулка с розами. Продавец говорит, что это Франция, но мы все-таки склоняемся к тому, что это Ширхольц. Внутри шкатулки ручная роспись, побиты розочки, но дело даже не в этом, а в том, что большая трещина на дне. Поэтому, к сожалению, эту красотку мы не рассматриваем. Жаль. А вы бы купили шкатулку конца XIX века, у которой на дне есть большая трещина? Видели несколько сервизов в этот раз, но особое внимание привлек нас вот этот зеленый сервиз с цветами в восточной эстетике. Очень милый. На 12 персон. Это Шуман. За этот сервиз продавец хочет 350 евро. И еще встретили два очень любопытных предмета. Вот такой графинчик, или скорее, наверное, это флакончик для духов с ручной росписью. Такие яркие птицы, без клейма, но с надписью на французском языке. Это все ручная роспись. Очень милый флакончик. Кто-нибудь встречался с таким? И на крышечке яркая эффектная бабочка. И второй предмет – яркая малиновая супница на подносе. Здесь же на столе интересные солдатики. Ну, конечно, сервиз Розенталь Мария с цветочным декором. Но все же не понимаем мы вот эту супницу. Как бы и ручная роспись, и клеймо а-ля французы. Но что-то очень нас смущает. Не знаем, непонятно. А как вы думаете, это могут быть французы? Или какая-то все-таки грубая восточная подделка? Из фигурок нам еще очень в этот раз понравились гёблевские лис и пес. Лис стоит 165 евро, а пес 150 евро. И, конечно, самое любимое – мока-пары. Нам часто пишут: озвучивайте цены. Что мы можем сказать? Все цены запомнить невозможно. И еще, есть такое понятие – вам спросить или купить. При этом цена может быть разной. Это не магазин, здесь цены не фиксированные. А как договоришься? Но большие скидки не делают. А знаете почему? Поляки покупают не торгуясь. А чтобы понимать уровень цен, если мока-пары премиум класса фабрик, Карл Тильш, Эрес Пруссия, Фюрстенберг, Кученройтен, премиальная линейка Розенталь, вот которые здесь представлены, мока-пара, цена от 60 евро. А посмотрите, какой чудный Бахус, бог виноделия. Если это будет КПМ или Майсон,
Это, конечно же, всегда ручная роспись, и тогда уже цены трехзначные в евро. Чтобы ориентироваться в ценах на фарфор, приглашаем посмотреть наши видео об аукционах. У нас есть отдельно плейлист, он так и называется «Аукцион». Это очень увлекательно. С удовольствием приглашаем вас посмотреть эти видео. Подписывайтесь на канал, будем и дальше вас радовать. И до новых встреч. Пока! A co to jest to?